Профессор Феликс очень рад оказаться в Москве. Это первый раз, когда он приезжает. Громче. Это первый раз, когда профессор Херт приезжает в Москву, и он очень рад проводимой конференции и надеется, что будет иметь возможность посетить Москву летом, когда здесь будет немножко теплее. This is the beginning of what we are talking today. This was the first bronchoscopy, and you see it was performed in 1896, a long time ago, and I hear that your hospital here was the first oncology hospital in Europe, maybe starting in the same age. Вот на слайде на первом профессор показывает фото первой бронхоскопии, то, с чего все начиналось. Первая ригидная бронхоскопия была выполнена в 1896 году. И, как сегодня рассказали во время экскурсии, Институт Герцена – это один из первых онкологических учреждений в Европе. И вполне возможно, что именно так тоже все начиналось в Институте Герцена. Такие помощники, чтобы держать пациента неподвижно, выполнять отсутствие совместной анестезии. Но теперь, слава богу, у нас есть анестезиологическое обеспечение. So, over the time we have seen in endoscopy a lot of development. Initially we used only the rigid scope, then we have had the invention of the flexible scope, we use fiber scopes. Nowadays we're doing everything with video endoscopes, and the newest version is the HD scopes, where you really see everything in details. На всем своем протяжении бронхоскопия постоянно развивалась, и начинали мы с ригидных бронхоскопов, затем появились гибкие эндоскопы. Сейчас мы выполняем исследования видеоэндоскопами, и последнее поколение эндоскопов позволяет выполнять исследования в режиме высокой четкости, когда мы видим исследования в полных по всех деталях. And due to the advantages that we can use digital scope, we also can play with the wavelengths, and therefore you know, and you have it here, we can use autofluorescence, so we're only using specific wavelengths for the autofluorescence, or when you go for the next step, you use narrowband imaging. These are two wavelengths, and therefore you see more details of the bronchial wall than with the scopes we have had in the previous years. Современные технологии позволяют нам видеть изображения эндоскопические не только в видимом спектре, но и поиграть с длиной волн, отображаемых на мониторе, и использовать два других режима отображения. Первый – это аутофлуоресценция, когда мы используем одну волну определенного спектра для того, чтобы выявить тонкие изменения слизистой, либо использовать режим узкоспектрального изображения для того, чтобы оценить две отдельные длины волны, которые позволят нам оценить сосудистую рисунок. With lung cancer, then we normally using the scopes in patients which have an advanced stage of the disease. So everybody around the world is working on to find lung cancer at an earlier stage, because at the moment lung cancer is at least the cancer type most of the patients are dying. So what we are working on is to see more details, to detect the cancer maybe at an earlier stage. Но основной проблемой бронхоскопии у пациентов с раком легкого является то, что в подавляющем большинстве случаев на момент выявления пациента уже не операбелен. Им невозможно радикально выполнить лечение. Поэтому все современные, все усилия сейчас направлены на то, чтобы с помощью всех технологий современных выявлять неопластический процесс на как можно более ранних стадиях. So what we want to have, when we want to detect earlier stages of cancer, we have to see the cancer really at an earlier situation. Therefore, we have to look more to the details. So at the moment when we're doing bronchoscopy, we're seeing lesions when the mucosa has changed. So what we are working on to see more to the details, so we need new technologies which showing us earlier stages of the cancer. Таким образом, для того, чтобы выявить рак раньше, нам нужно видеть лучше. Новая разрешающая способность, новые режимы позволяют оценить слизистую с новых сторон, выявить самые тонкие изменения. За счет этого новые технологии позволяют нам выявлять рак раньше.
And one of the detecting channel of your scope into the lungs, and then you see in the upper part is a resection, and it's a pathological staining, and in the lower part it's the original OCT image. And you see really with the OCT probes you can see the depth of the bronchial wall, and you really can distinguish the different layers, the different structures. So with OCT we are able to see the whole bronchial wall nowadays. И одна из таких технологий, которая позволяет очень точно оценить и визуализировать стенку бронха, все ее слои, является оптическая когерентная томография. Методика заключается в проведении через канал обычного бронхоскопа мини-зонда, представляющего собой оптический когерентный томограф, и осуществить сканирование стенки бронха. Вот на слайде вы видите в верхней части гистологический материал срез, а в нижней части соответствующие этой зоне изображение оптического когерентного томографа. Таким образом, мы видим, что результаты хорошо коррелируют друг с другом, и с помощью этой технологии мы можем видеть все стенки бронха с очень хорошим разрешением. And when you then using so-called endocytoscopes, then you are able to see really the layers, the mucosa. You have to stain the airways before, that you really can distinguish the different structures. This is to see how it looks during the bronchoscopy on the image, but then you really can see layers in the original size, and then you can decide, is there cancer growing, or is this a normal cell layer? Кроме того, существует специальный эндоцитоскоп, то есть эндоскоп, совмещенный с микроскопом. Правда, перед тем, как его использовать, необходимо выполнить бронхоскопию, то есть окрасить слизистую бронха, но за счет этого непосредственно во время исследования вы видите микроскопическую картину. The other point is, and we will have a specific lecture about that, is that at the moment worldwide the discussion is ongoing if a person who smoked a lot should go through a CT screening for early detection of lung cancer. So in the States it's already established, in Germany we are debating what we should do, for sure in some areas in Russia CT screening is also under debate, and when you do CT screening in smokers you find a lot of nodules. So the other big point in bronchoscopy is how we can establish the diagnosis of such a nodule we found by X-ray or CT screening. Еще одной проблемой, непосредственно связанной с курением, является ранняя диагностика рака легкого и периферическое образование легкого. В рамках скрининговых программ по выявлению рака легкого в Соединенных Штатах, например, пациенты с факторами риска, в первую очередь, конечно же, курильщики, они проходят серии компьютерной томографии. И, как правило, в рамках этих исследований является очень много узелковых образований, периферических образований. И роль бронхоскопии здесь очень важна, поскольку необходимо верифицировать у пациентов с высоким риском этих образований, в связи с чем и разрабатываются методики биопсии. Вся проблема заключается в том, что не во всех странах скрининговые программы приняты, в Соединенных Штатах они уже окончательно заняли свое место. В Германии сейчас вопрос обсуждается, дискутируется. В России пока программа скрининга не начинается. So we have techniques since a couple of years to do that. This is a fluoroscopy-guided transbronchial lung biopsy, but when you read the literature, when you go for smaller lesions, then the fluoroscopy doesn't help you anymore because you do not see the lesion under fluoroscopy. So when we finding small lesions less than 3 cm in diameter, we have to look for other technologies than fluoroscopy-guided biopsy. В течение многих лет для диагностики периферических образований легких использовалась эндоскопическая трансбронхиальная биопсия легкого под рентгеноскопическим контролем. Но если вы обратите внимание на результаты исследований и литературные данные, становится понятно, что чем меньше образования, тем менее эффективно рентгеноскопический контроль оказывается для биопсии. И как только размер образования становится менее 3 см,
эффективность трансбронхиальной биопсии под рентгеноскопическим контролем оказывается очень низкой. Also we will have a lecture about that, but one of the techniques you can use is the radial EBUS. So going into the segment where you suspected the probe, the cancer, and when you really are in the lesion, then you have a typical image of the lesion. When you are not in the lesion, in the bronchus lesion, then you see a little bit snowstorm. So radial EBUS is one of the options you can use to find smaller lesions. Одним из выходов из этой ситуации стало появление техники радиального ультразвука или мини-зонда. С помощью специального датчика, в виде мини-датчика, можно через рабочий канал обычного бронхоскопа провести этот датчик в предполагаемый бронх, ведущий к образованию, и точно определить, находится ли образование в этом бронхе или нет. Если мини-датчик не находится, а находится в обычном легком, то вы видите картинку на ультразвуковом аппарате, который представлен слева. Это симптом снежной бури или симптом метели, реверберации воздуха. Как только образование найдено, сразу же появляется акустическое окно, и вы видите такую картину, которая подобна той, что видна справа. When you look to what is published about the technologies, then you see it helps us. But even when the lesions getting too small, below 2 centimeters, you're a little bit lost in space, so you do not find the bronchus who leads to that lesion. And the second point is you cannot navigate the EBUS probe. You only can move it forward, but you cannot twist and turn it. So EBUS helps you in lesions between 2 and 3 centimeters. But below 2 centimeters, the data are also not as good. Да, эндобронхиальный ультразвук с помощью мини-датчиков решает определенные проблемы, но и помогает нам верифицировать образование размером от 2 сантиметров и выше. Но как только размер образования снижается еще меньше, становится менее 2 сантиметров, достигается предел данной методики, и начинаются проблемы, связанные с навигацией, как найти это образование с помощью мини-датчика. Ведь мы не можем этот мини-датчик в обычных условиях как-то дополнительно менять его направление. Он двигается строго прямо. So therefore we need navigation systems. You see, this is a GPS system for the lung. There you get a track overlaid over your endoscopic image, and then you follow with the scope that track, then it guides you to the lesion. So that GPS for the lungs helps us a little bit to navigate to the smaller lesions to establish a diagnosis. И в таких ситуациях становится возможным выполнение дополнительного исследования, это виртуальная бронхоскопия или, как образно выразился профессор, GPS-система, навигатор для бронха. Вот на слайде была показана работа одной из таких систем, когда слева идет выполнение исследования вживую, а справа накладывается изображение реконструкции компьютерной томограммы. Тем самым нам показывается путь к образованию. But the problem of the technology is we have a lot of pros, but we also have such navigation technologies costing a lot of money. And the question is who is paying for that. So it works, but for the daily routine you cannot use that. You cannot use them because they are too costly and not, at least in Western Europe, reimbursed. So nobody can afford it. Всем хороша навигация при бронхоскопии, и на слайде представлены ее плюсы, то, что она повышает эффективность наших биопсий, в том числе и с рентгеноскопическим контролем или нет. Но основной проблемой этой методики является ее высокая стоимость. И здесь, как всегда, вопрос денег, он является ключевым. Зачастую методика появляется, но не находится желающих за нее платить, в том числе и из государственного бюджета. So even here we have to work for new technologies because the lesions we are seeing in the CT screening programs are less than 2 centimeters. So for the small lesions, which may be one of our future workload, we have to improve our technologies what we have. Опять же, возвращаясь к программам скрининга рака, в основном в рамках этих скрининговых программ
мы обнаружим у пациентов образование размером до 2 см. И здесь необходимо как-то качественно поменять ситуацию, создать новые методы для навигации и достижения этих образований. So I want to show you one of the newer technologies, and I show you why we need new technologies. This is the problem when you do advanced bronchial biopsy. You're always following the airways. But when the lesion is not adjacent to the airways, when it's somewhere in the tissue, then you never find it, because the airways is maybe not connected to that lesion. So we need new technologies for the smaller lesions. И на нескольких следующих слайдах профессор покажет новую технологию биопсии, которую предлагает его группа. Связано это появление технологий связано с тем, что, вот как представлено на текущем слайде, если образование находится в паренхиме легкого и к нему не подходит никакой дренирующий бронх, то как бы мы ни пытались выполнить биопсию, какой бы средством навигации мы не пользовались, за пределы трахеобронхиального дерева все равно наши инструменты по большому счету не выходят. Мы не сможем найти отдельный путь за пределами бронха, и таким образом наша биопсия окажется в любом случае неинформативной. So what we are doing in such patient is we are creating an artificial airway. So with the help of a navigation system, we are doing a bronchoscopy, and then we have a so-called point of entry, and at the point of entry, which is located in the central airways, we are opening the airways and we are creating an artificial bronchi which leads us directly to the lesion. Here you see it's a needle aspirate, it's needle puncture, then you go in, then you do the balloon dilatation, and then you create an additional airways which leads you directly to the target. Представленная на слайде методика называется транспаренхиматозный доступ к периферическому образованию. Вместо того, чтобы исследовать уже имеющемуся пациенту бронхиальному дереву и искать путь, исходя из этого уже имеющегося пути, группа предлагает использовать искусственный канал, то есть мы создаем путь, сами прокладываем путь, искусственный путь к периферическому образованию. Сначала делается реконструкция, выполняется виртуальная бронхоскопия, рассчитывается путь, рассчитывается траектория движения, и далее в крупных дыхательных путях с помощью иглы создается отверстие, затем это отверстие расширяется специальным баллоном, и далее вводится специальный датчик, который позволяет достичь периферического образования с помощью этого искусственного пути. So we're using that for establishing the diagnosis of lung cancer, but the future will also be not only diagnosing the lesion, the future will be also that we treat the lesion. You can put in radiofrequency probes, you can put in microwaves, you can put in some drugs, whatever you want, so that the future might be to navigate to the lesion and then diagnose it and destroy it in the same setting. Пока что эта технология используется только для диагностики, но в будущем, безусловно, будет за лечебными вмешательствами. Вы можете использовать радиочастотную абляцию, вы можете использовать микроволны, введение каких-либо препаратов. Все, что вы захотите для лечения, не только для диагностики, но и для лечения. Это дело будущего. Therefore, we have to know that the mediastinum has no lymph node involvement. Therefore, we're using the linear evoscope, but we will have a specific talk from Professor Slobowski about that. So, therefore, first you have to screen is the mediastinum without lymph node metastasis, and then you can treat the cervical cancer. Еще одним направлением современной бронхологии является выполнение малоинвазивного стадирования рака легкого. Для того, чтобы точно знать, что у пациента нет метастазирования по тем стадиям периферии, которые исключают оперативное вмешательство, нам необходимо выполнять это стадирование. Более подробно будет лекция профессора Глубовского, посвященная комплексному требу с бронхоскопом с функцией лимфатических узлов. And when you read the guidelines worldwide, this is the American guidelines, then nowadays EBUS and EOS is the standard of staging for patients with lung cancer.
Ну и если мы посмотрим на текущие версии международных рекомендаций по диагностике и стадированию рака легкого, вот на слайде перед нами лекарские рекомендации, то эндосонографическое стадирование с помощью эндобронхиального и эндоскопического ультразвука на данный момент является признанной альтернативой классической диагностической. On the other side, we're knowing that most of the patients have a progression of the disease, so then at the end of the career of such a lung cancer patient, you have the central tumor problems, and therefore you need a lot of technologies. You have them all here in the hospital: laser, icon-plasma correlation, balloon dilatation, whatever. So you need also techniques for the end stage of the disease. Ну, кроме вопросов диагностики, безусловно, необходимо как-то помогать пациентам с неоперабельным раком легкого, центральной обструкцией. И здесь интервенционная бронхология может предложить много технологий. Все они имеют в институте Герцена. Это аргоноплазменная коагуляция, баллонная дилатация и криодеструкция. One of the options then are stents, and the newest versions of the stents are so-called patient-tailored stents. So you have situation, and then you send your pictures to the company, and within a couple of days, 3 days, you get really a stent which fits specifically in that patient. So nowadays the tailored stent is the technique we are using most in the central type cancer lesions. Один из методов лечения центральной обструкции и опухолевых стенозов дыхательных путей является стентирование. И последним достижением в области стентирования является, по образному выражению профессора, выполнение стентирования индивидуально созданными стентами, индивидуального пошива. То есть вы отправляете компьютерную томограмму пациента на фирму, и далее в течение 2-3 дней вам присылают индивидуально встроенный, созданный стенд конкретно для этого пациента. And the newest developments in that field are so-called biodegradable stents. These are stents which are disappearing over the time, but you can elute them with drugs, so that you also can treat them by chemotherapy, which is placed on the stent, and then the chemotherapy which is on the stent is diffusing into the lung cancer. So we will have also in the future stents which are delivering therapy. Еще одним направлением для стентирования является так называемый биодеградируемый стент, то есть стенты, которые с течением времени встраиваются в стенку бронха и в видимом свете уже исчезают. Кроме того, эти стенты можно покрывать препаратами и осуществлять таким образом в рамках стентирования одновременно и проведение химиотерапии. И в будущем для лечения таких вот опухолевых стенозов планируется применение биодеградируемых покрытых препаратом стентов. But at the moment, the most development in bronchoscopy is not ongoing in our lung cancer patients. The most developments are ongoing in the patients having obstructive lung diseases, which, at least in Europe, is also a smoking-related problem. So we're moving on and bringing endo techniques to the CBD and asthma patients. Однако наибольший прогресс в последние годы достигнут, на удивление, не в области онкологии, а в области лечения, эндоскопического лечения обструктивных болезней легких. Как правило, эти болезни связаны с курением, и бронхиальная астма и хобл, они сейчас являются одним из таких фокусов интереса для интервенционной бронхологии. And especially when you have an emphysematic patient, when you have such a patient who really have lungs which are hyperinflated, we want to resizing the lung, that the patient can breathe better and can walk longer. Вот на слайде, который представлен профессором, слева показано образно, как выглядит пациент с хобл. То есть у пациента наступает гиперинфляция, легкие перераздуты, в них содержится много избыточного воздуха. Пациент как бы надувает сам себя, как шарик изнутри. И идея эндоскопической помощи таким пациентам заключается в том, что нам необходимо сдуть этот шарик, улучшить функцию дыхания, помочь пациенту дышать. And therefore, at the moment, we have a lot of technologies where we placing valves, we putting coils in
we're using a bio-gluing technique, we have steam. So there are a lot of techniques available for so-called endoscopic lung volume reduction. Every technique has benefits, has limitations, but this is at the moment the hype worldwide that we're treating endoscopically our patient with COPD. Вот на слайде представлены возможные опции, возможные методики для лечения. Все они относятся к одному и тому же классу методов. Это эндоскопическая редукция объема легких. Можно использовать установку клапана, можно использовать установку специальных спиралей, можно использовать биологические методы, клей, можно обрабатывать бронхофаром. Все они направлены на одно и то же, на устранение причины перераздутия этой гиперинфляции. Каждый метод имеет свои как плюсы, так и минусы, и на данный момент в целом именно эти методы обладают наиболее широким применением для лечения пациентов с эндоскопией. And when you see that these are the first long-time survival data, and these are emphysema patients, the upper curves in both series are the patients where we treated successfully, and the lower curves are the curves of the patient who didn't receive the treatment. And you see, when we're collecting the right patients with for the technologies, we really can prolong the survival of our emphysematic patients. На этом слайде показаны данные по выживаемости пациентов при применении методов эндоскопического лечения эмфиземы. Вверху, то, что верхняя кривая, которая почти прямо все время идет без снижения выживаемости, это пациенты в группах, которые получали эндоскопическое лечение. То, что группа без лечения, да, там показано резкое снижение выживаемости. То есть мы видим, что эндоскопическое лечение повышает выживаемость пациентов с распространенной тяжелой степенью эмфиземы. And also on the other side, patients which having a mucus problem, so which having always mucus and infection, the next cycle of needs the next cycle of antibiotics. We can destroy with techniques the glands. We can reduce the amount of glands in the central airways, and therefore we can reduce the amount of mucus. Even therefore, endo techniques are available. Кроме эмфизематозного типа хоббл, как раньше говорили, существует так называемый бронхологический тип, то есть у пациентов нет гиперинфляции, нет выраженной эмфиземы. Но они страдают от большого количества мокроты, у них массивная секреция мокроты происходит. Здесь тоже существует метод лечения, называется литнон. Мы полностью устраняем гипертрофированную секреторную часть, то есть устраняются железы секреторные, которые продуцируют эту слизь, тем самым помогают. And for the asthma patients, we're using specific radiofrequency ablators to destroy the muscle, the smooth muscle, and when we reduce the amount of smooth muscle in an asthma patient, the patient cannot really develop that bronchoconstriction. So there's also an endo technique for asthma patient available. На слайде показано выполнение нового метода лечения при тяжелой бронхиальной астме, так называемая бронхотермопластика. По сути, это специальным образом настроенные датчики для радиочастотной абляции, которые приводят к тому, что развивается длительная бронходилатация. То, чего мы пытаемся достичь с помощью фармакотерапии, мы достигаем с помощью эндоскопического лечения. And just to give you an overview, what else is at the moment under investigation? A lot of techniques for nodal destruction, techniques for lupus patients. So there's a lot ongoing, and for sure we have every year we will have 1 or 2 technologies for all our patients we have with different lung diseases. На этом слайде представлены только начинающиеся исследования по перспективным направлениям эндоскопического лечения самых разных заболеваний. И каждый год появляется 1-2 новых методики, которые стараются найти свое место под солнцем. So, summarizing my talk, I think the business interventional pulmonology is rapidly growing. Therefore, it was a good decision to found a Russian interventional pulmonology group. So, congratulations. Again, I think the business is growing. We have a lot of techniques for diagnostic,
questions. We have a lot of therapeutic technology. So therefore, I believe IP is growing. And click the Facebook button. I like it. That is what I want. И в завершение профессор хотел бы отметить, что, безусловно, область интервенционной пульмонологии и бронхологии сейчас во всем мире развивается, как в материальном отношении, так и в отношении вовлечения новых людей. И еще раз профессор Herth хочет поздравить российское общество с тем, что оно создано, то, что это общество появилось. Ну а перспективы, безусловно, самые впечатляющие, поскольку в дальнейшем будут только возрастать роль технологий лечения обструктивных болезней и бронхологических. Thanks a lot for your attention. Заинтересовался вопросом о достижении периферического образования, которые не связаны с дренирующим бронхом. Они проводят сперва иглой, после этого расширяют и берут, насколько я понял, биопсию. Да? Какие размеры наименьшие можно лимфатический узлов, во-первых, это сделать, на каком расстоянии от бронха, где он расположен лимфатический, и наибольшая длина, из которых удалось это измерить. Have reached until now is 8 millimeters, and the length is 7 centimeters. So really far out. Спасибо. То есть минимальный размер это 8 мм и 7 см глубина. Это воздействие той же коагуляции и блокирования. So also a good question for asthma. You have to treat the whole airways. So asthma are 3 sessions, and you destroy the whole muscles in the trachea, main bronchi, up to the peripheral part. And in COPD, you need a CT scan, and in the CT scan you have to look where is the most destructed part of the lung. And then we are using the technology there where we're seeing in the CT scan where the destruction is. So you need a target in the CT scan for the endoscopic lung volume reduction. Очень хороший вопрос, спасибо большое за него. Дело в том, что касается бронхиальной астмы, вы должны полностью обработать все бронхи мелкие. Если мы говорим о методике бронхотермопластики, то вы должны в течение 3 процедур обработать все сегментарные ветви обоих легких. Если же мы говорим о лечении эмфиземы и хоббл, то необходимо выполнить компьютерную томографию высокого разрешения и оценить, имеется ли здесь среди вот этого диффузного заболевания какая-то гетерогенность, выявить цель, наиболее пострадавшую часть легкого, именно на ней сосредоточиться.